Каждое мое видео, которое выходит на этом канале, содержит в себе огромное количество информации различного типа содержательности. Но иногда хочется как-либо поприкалываться, и в результате размышлений я пришел к одной интересной идее. В этом видео я хочу рассказать про различные пасхалки в системе Windows, которые были когда-либо оставлены самими разработчиками, и показать какие-либо интересные факты. Однако, тут будет один маленький подвох. Некоторые пасхалки и факты в этом видео будут перемешаны с реальностью, поэтому нужно немного поразмышлять. В остальных моментах какая-либо информация не будет искажена, потому что я прекрасно понимаю, что это видео будут смотреть и после 1 апреля. Убедительно прошу вас отнестись к этому с пониманием. И да, мы еще перешли в формат 4:3, просто потому что, а почему бы и нет. Да и более того, здесь будет не только мой голос. Итак, начинаем. Операционная система Windows. Изначально это была графическая оболочка для MS-DOS, не содержащая в себе никакого полезного функционала, кроме, часики прикольные, шашечки. В целом, да, как-то так. Особого софта сначала не выходило. Но пасхалки уже были даже в то время. Становится как-то интересно, а зачем разработчики добавляют какие-либо пасхалки и в шутки в свои программы? Разработка программ само по себе это очень интересное и в то же время очень кропотливое занятие. Мало того, что тебе нужно написать хорошо работающий код, так его еще нужно было тщательно тестировать и отлаживать, а в случае каких-либо найденных ошибок до публичного релиза оперативно их исправлять. Большие компании по типу Microsoft, Adobe и Apple оставляли очень много различных пасхалок и каких-либо подколов, но со временем количество пасхалок становилось все меньше, а потом мы и вовсе прекратили их оставлять. Подобное, например, произошло в Microsoft. Пасхалки были как и в их операционной системе Windows, так и в их продуктах по типу Microsoft Office или Internet Explorer. Про пасхалки в Microsoft Office я уже бубнил в одном из своих видео. Сама разработка Windows 1.0 началась осенью 1981 года, за 4 года до выхода системы в публичную продажу в ноябре 1985. За время разработки первой версии системы чего только не было. И 4 новых менеджера по продуктам, и куча других кадровых перестановок в компании, и получение продуктом от интересующегося народа статуса Vaporware. Vaporware — это такой термин, которым обозначается какое-либо ПО, о разработке которого сообщается широкой публике, но в результате так и не выпускается на рынок. При этом официально об отмене продукта не сообщается. Но все же Windows 1.0 кое-как вышла в свет, и как итог, люди встретили эту систему практически нейтрально. Однако уже Windows 1.0 были своего рода пасхалки, и то это было настолько спрятано, что нашли это спустя почти 37 лет после выхода, в марте 2022 года. И эту пасхалку нашел пользователь Твиттера Лукас Брукс. Суть пасхалки заключается в следующем. Просто показываются имена разработчиков, которые трудились над первой версией системы. Ее открыть очень сложно, так как Windows 1.0 способ включения пасхалки очень запарный. Волшебного сочетания клавиш там вообще нет, и нужно ковыряться во внутренностях системы. А с каждой подверсией Windows 1.0 сочетание клавиш менялось. И если опустить все эти моменты, то в самой пасхалке просто появляется маленькое окно с показом имен и фамилий первой команды разработчиков Windows и кнопка «Поздравляем!». Примечательно, что среди имен и фамилий есть Гейб Ньюэлл. Гейб сотрудничал с Microsoft по вопросам разработки Windows до 1995 года, после чего он ушел из Microsoft и создал компанию Valve, которая позже создает онлайн-сервис цифрового распространения игр под названием Steam. А сам Ньюэлл называет себя продюсером первых 3 выпусков Windows. Кажись, именно поэтому все никак не выходит 3-й Half-Life. К слову, такая же пасхалка остается и в Windows 2.0, только доступ к ней становится проще. К выходу Windows 3.0 команда разработчиков системы становится больше, да и сама компания начинает расти. С Windows 3.0 имена разработчиков не разглашаются, а показываются только их никнеймы и сокращения. Там указаны не только никнеймы самих разработчиков, но и, вероятно, их родителей и прочих близких им людей. Как на это все посмотреть? Легко. Вам нужно будет свернуть все открытые приложения, но свернуть их надо так, чтобы диспетчер программ был самым последним. Начать удерживать клавишу F3
и не отпуская данную клавишу, набрать слово Win3. После этого отпустить F3 и нажать Backspace. Результат впечатляет, не правда ли? Следующий, так скажем, забавный прикол со стороны разработчиков имеется в Windows 98. Данная версия является большим обновлением и исправлением Windows 95. Здесь появились Windows Update и Internet Explorer в качестве стандартных компонентов. Были доработаны драйвера USB и появилась поддержка нескольких мониторов. Так вот, с этими улучшениями в Windows 98 появился файл hit.dll, и он находится в папке System. Данный файл отвечает за работу устройств, которые содержат USB-интерфейс подключения. И неважно, о каком устройстве может идти речь, будь то какой-то сканер или принтер. Если открыть этот файл через любой текстовый редактор, в нашем случае это стандартный блокнот, и чутка пролистать вниз, то среди всей этой символьной каши мы найдем вполне читаемую человеком надпись «Hello» и «I hate Jello», или же «Привет, я ненавижу Jello». Кто такой Джел и почему его ненавидели, неизвестно, но как же его надо настолько не любить, чтобы часть ненависти к нему сознательно запечатать в системный файл? Либо это просто является обычной отсылкой к какому-нибудь фильму или произведению. А в Windows 7, кроме стандартных оконных эффектов и анимаций, когда-то были и секретные эффекты, которые включались через реестр. В разделе HKey Current User /Control Panel /Desktop создайте параметр nEffectsTest и присвойте ему значение 1. После создания параметра перезайдите в аккаунт и откройте любое окно. Чисто для хайповых пацанов из 2010-го. Следующий интересный момент заключается в Windows 3.11. Когда мы открываем консоль в MS-DOS в окне, не в полноэкранном режиме, открываем меню консольного окна и открываем там вкладку «Шрифт», а в списке выбора размера шрифта выбираем 6:8, то в демонстрационном поле показа размера шрифта консоли мы можем заметить, что кроме папки System и файла win.com, там еще имеется файл beer.exe. Но этого файла в системе вообще-то не существует. Казалось бы, это просто обычный пример. Что тут такого-то? Но не все так просто, как нам кажется. Если открыть в диспетчере программ меню о программе, зажать Ctrl-Alt-Shift и сделать двойной клик на логотип системы, то показывается список никнеймов людей, которые работали над самой системой и мультимедийной ее частью. Писали документацию, тестировали и в конце концов всеми этими процессами управляли. А около списка никнеймов мы видим нарисованного Стива Балмера в пиджаке. Но где же медведь? Не торопите события. После открытия этой заставки надо перезагрузить систему. После перезагрузки повторите действие еще раз, и внезапно уже пойдут некоторые отличия. Сначала появится надпись «Посвящается всем трудолюбивым людям из команды Microsoft Windows 3.1». Но и это еще не все. Надо опять же проделывать те же самые шаги, и только потом вместо информации о системе и владельце открывается тот самый список, только вместо лица Балмера там появляется Мишка. Дело в том, что Мишка был своего рода талисманом во время разработки Windows 3.1, как кролик во время разработки Windows 95. Кроме того, этот самый Мишка еще является и иконкой к файлу setdebug.exe, вплоть до Windows XP включительно. Да, в скринсейверах были пасхалки, а в одном их даже было несколько. И если выбрать скринсейвер турбопровод, открыть его настройки и выставить вот такие параметры, которые вы видите прямо сейчас на своих экранах, естественно, сохранить все это и запустить, то с некоторой долей вероятности на месте соединения одной части трубы с другой может появиться чайник Ньюэлла. Причем даже несколько. Чайник Ньюэлла — это компьютерная модель, ставшая одним из эталонных объектов в 3D. Является простой, округлой, сплошной и частично вогнутой математической моделью обычного заварного чайника. Кроме чайника, в этом же скринсейвере, но уже на Windows XP, можно включить и рождественскую текстуру труб, зайдя в те же настройки. Но в разделе «Поверхность» выберите вариант с текстурой, нажмите «Выбрать рисунок» и после этого нажмите «Отмена» и «Ок».
Запускайте скринсейвер и пожалуйста. Следующая пасхалка затрагивает скринсейвер объемный текст. Windows NT 3.5, если в настройках этой заставки указать текст I love NT, то она поочередно покажет всех разработчиков, которые приложили руку к созданию Windows NT. А если ввести пиво или рок, то скринсейвер любезно покажет название пивоваренных компаний и рок-групп тех лет. Windows NT 4.0 при вводе того же I love NT, скринсейвер задаст тебе вопрос. В серверных версиях Windows при завершении работы нужно всегда указывать причину отключения питания. Будь то временные технические работы с последующим обслуживанием сервера, или экстренная замена какого-либо комплектующего на том же самом сервере. К слову, такого поведения завершения работы в Windows XP нету, но его диалог и код имеются. Так вот, есть одна интересная необычная вещь, которая связана с этим окном. Если в ресурс Hacker открыть файл msgina.dll, выбрать раздел с диалогами и открыть там диалог под номером 2210, то вместе описания причины завершения работы можно увидеть следующую надпись. Компьютеру стало совсем худо, и он решил прекратить свои страдания. Данный текст показывается только в редакторах ресурсов, не используется в системе и служит плейсхолдером. Ну а перед тем, как мы перейдем к следующей пасхалке, подпишитесь на канал. Это ж несложно сделать, зато и мне будет приятно как автору. Поэтому вот. Ну а мы продолжаем. В релизной версии Windows 98 с установленным Internet Explorer 4 существовал необычный то ли баг, то ли какое-либо забавное поведение из-за результата некоторых событий в системе. Честно признаться, я не могу найти этому объяснение. Это не работает на Windows 98 SE или какой-либо версии Internet Explorer, отличной от 4. Для этого нужно зайти в пуск, программы, стандартное и открыть свойства ярлыка калькулятора. Затем у этого ярлыка нужно сменить иконку, но изменить надо на ту, которая как раз и установлена. После этого нажимаем ОК, снова открываем пуск, и через несколько секунд у нас внезапно появляются кнопки отправки ПК в спящий режим и его извлечения из док-станции. Чё за фигня? Какого чё? Отсоединение в прямом смысле этого слова. А вы помните Skype? Это я так, просто спросил. Нет, Skype не умер. Он вполне себе жив и активно используется в корпоративных сегментах. А когда-то его даже использовали как файлообменник. Опять Windows 98 и опять список разработчиков. Но он уже сделан более креативно, чем в прошлых версиях Windows. Для этого необходимо создать ярлык файла VLData, который находится по этому пути, который вы видите на экране. Зайти в свойства файла, дописать в расположение файла команду urlrascal, что в переводе означает «ты настоящий негодяй», и указать вид запуска как «свернуто». Сохраняем, запускаем и наслаждаемся. А если запустить VLData.exe без этого ключа, то перед нами покажется окно с поврежденным текстом, и будет создаваться ощущение, что программа попросту сломана. Когда-нибудь у вас появляется необходимость запустить какую-либо программу, которая сделана в эпоху Windows 98 или Windows XP. Но иногда даже с выставленными настройками совместимости необходимая тебе программа может работать не так, как нужно. Во времена Windows 7 Microsoft даже выпускала отдельный компонент к своей тогда новой улучшенной системе. Режим Windows XP, который содержал в себе по сути переделанную программу Microsoft Virtual PC. Однако Windows 11 пошли дальше, и появился полноценный, нативный режим Windows XP. Даже в System32 в скрытой папке можно найти файлы от Windows XP. И естественно, там оставлено только самое важное и необходимое. Поэтому пейнтов и саперов вы там не увидите. Но так просто это все добро пробудить нельзя. Для этого нужно включить вариант открытия файла через режим Windows XP в контекстном меню. И в этом нам поможет файл реестра, который содержит все необходимые ключи и разделы, которые включат режим Windows XP на полноценный Windows 11. После всего этого в контекстном меню каждого файла появится вариант «Открыть с помощью Windows XP Mod».
И при его нажатии, через некоторое время, перед нами появляется наша выбранная программа, но уже запущенная из-под Windows XP. Даже с темой Луна как раз, что подтверждает факт того, что это нативная система, которая выполнена в виде слоя совместимости. А мы идем дальше. Чем больше популярность приобретает какое-либо платное ПО, тем более высока вероятность его незаконного копирования, дистрибуции и прочих подобных вещей. А в это понятие входит полное копирование лицензионных дисков вплоть до их дизайна. Подобное, конечно, неизбежно, но зато компании это дает понять, что продукт очень востребован среди покупателей. Поэтому Microsoft всегда старалась внедрять всякого рода защиту от незаконного копирования в виде добавления WGA в поздних версиях Windows XP, переезда процедуры активации Windows Online и добавления каких-либо опознавательных и переливающихся на свету знаков, которые сложно подделать. Но в Windows Vista оставили своего рода маленький троллинг. Если взять диск из бокса здания какой-либо редакции Vista и посмотреть на определенную область этого диска через микроскоп, то мы сможем увидеть фотографию команды отдела Microsoft, которая работала над дизайном коробки, диска и голограммы на нем. Помните такую систему, как Windows Longhorn, которая разрабатывалась и должна была стать заменой Windows XP в будущем? Но у Microsoft что-то не сложилось, и кроме выпуска бета-версии, свет эта ОС не увидела. Позже проект перезагрузили, и вместо Windows Longhorn будущая система стала называться как Windows Vista. Данил даже ролик об этом делал как раз на 1 апреля. Так вот, Windows Longhorn все же был релизнут, а мы об этом просто не знали. Вы только посмотрите на эту систему, анимации, плавную боковую панель. Да даже анимация окон имеется. И почему-то этого никто не заметил. Даже в современных версиях Windows есть некоторые шутки, несмотря на официальные заявления Microsoft о прекращении добавления каких-либо пасхалок в свои продукты с 2002 года. Когда программа в системе долгое время не отвечает на запросы пользователя и впоследствии зависает, то через некоторое время появляется окно, в котором предлагает два варианта. Дождаться отклика программы, авось просто долго действие выполняется и скоро все развиснет, или же ее полностью закрыть. Если программу закрыть, то будет написано, что Windows осуществляет поиск способа устранения этой ошибки. Но Windows 10 Build 16232 при закрытии зависшей программы вместо привычного нам текста появляется следующее. Windows открывает портал в другое измерение. Если в том же Google Chrome есть игра с динозавриком, которая показывается при попытке открыть сайт с полным отсутствием интернета, то в Microsoft Edge есть Surfer. Обычная мини-игрушка, которая вызывается по адресу edge://surf. И на этом моменте можно с радостью заявить, что более-менее интересные пасхалки закончились. Осталось только поговорить о некоторых интересных вещах в системе. Можно начать с режима бога Windows. Когда-то давно это приравнивали к пасхалкам, но на деле это всего лишь незадокументированная фича из эпохи Windows Vista, возможность которая доступна даже и в Windows 11. Для того, чтобы это все запустить, вам нужно создать папку на рабочем столе и назвать ее следующим именем. После выдачи названия наша только что созданная папка меняет свою иконку, и при ее открытии она нам показывает список всех имеющихся в системе настроек панели управления, ее разделах и вкладках в этих элементах панели управления. Но не режимом бога единым. Существует и множество других специальных папок, которые могут вести в различные открытые, скрытые и недоступные системные места. Telnet и Звездные войны. Извечный баян, который где-то даже за пасхалку считали. Но на деле это всего лишь обычный сайт, к которому нужно было подключаться через Telnet. Ой, а куда? Так вот, это не является какой-либо пасхалкой, а обычным Telnet-сайтом, автор которого мне на данный момент неизвестен. Прозрачная командная строка. До прихода нового терминала как стандартное приложение Windows 11, в командной строке существовала возможность выставить прозрачность окна командной строки. Почему бы и нет? Hidden Test. В стандартной игре Pinball, о которой я шортс снимал, была возможность тестирования игры и ее отладки. После начала игры и выдачи первого шарика нужно ввести Hidden Test и щелкнуть мышью по шарику.
Теперь ваша мышь — это шар, и вы можете его перетаскивать по различным местам игрового стола. Однако это еще не все. Если в этом самом отладочном режиме нажать клавишу Y, то строка заголовка изменится на пинбол, после чего начнет отображать счетчик кадров в секунду. Если нажать клавишу M, появится окно мем, показывающее объем памяти, которую сейчас использует игра. При нажатии H вы досрочно проходите игру со счетом в 1 миллиард, а при нажатии R вы выдаете себе ранговое повышение в игре. Что можно сказать из всего этого в итоге? Система Windows за множество лет имела огромное количество пасхалок, различных мелких интересных фич и просто забавных моментов. Пусть некоторые пасхалки имели одинаковый смысл, как с показом списка разработчиков, но все же они были выполнены совершенно по-разному. Где-то просто писали в окне, а где-то креативили, вставляя фотографии своей жизни и делая целую красивую страницу. А какие пасхалки лично вам показались интересными и необычными? Давайте обсудим это! Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы никак после него не ушли обиженными или как-либо разочарованными. Очень надеюсь. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новый интересный контент. Вместе интереснее все-таки. Огромное всем спасибо за просмотр и спасибо донатерам, которые поддерживают канал. До новых встреч, дорогие друзья!